DeLorean DMC-12– спортивный автомобиль, который выпускался в Северной Ирландии для американской автомобильной компании DeLorean Motor Company с 1981 по 1983 год. DeLorean DMC-12 обрел широкую известность после выхода фильма «Назад в будущее», в котором автомобиль выступал в роли машины времени. Эммет Браун, создатель машины времени, на вопрос его компаньона Марти, почему тот сделал машину времени из DeLorean, ответил: «Если ты делаешь машину времени из автомобиля, то почему бы ей не выглядеть стильной? Нержавеющая сталь кузова благотворно сказывается на завихрениях потока времени». После окончания съемок в трилогии «Назад в будущее» первый из автомобилей, построенных в 1981 году специально для фильма, был перемещен в музей Universal Studios Голливуд в Калифорнии в качестве туристического аттракциона. Спустя 25 лет и эта копия машины времени была тщательно отреставрирована поклонниками фильма и установлена для демонстрации в автомобильном музее Питерсона. В фантастическом фильме «Первому игроку приготовиться» этот автомобиль был замечен в коротком эпизоде в сцене гонок, а его изображение размещено на постерах кинокартины. Коробка у модели имеет внушительные размеры, и в наших условиях целиком в кадр просто не поместилась. Весит это чудо 9,5 кг, но сам бокс выполнен из неплотного картона, что немного расстраивает. Оформлена коробка довольно скромно. На одной стороне присутствует изображение машины времени, собирающейся сделать прыжок, логотип фильма, ярко-красная стрелка с названием модели и небольшие лого-линейки Movie Masterpiece и компании-производителя Hot Toys. Крышка содержит лишь логотип фильма. По бокам, как бы оборачивая коробку, идут красные полоски, являющиеся стрелками. На них, так же как и на лицевой стороне, нанесено название модели с масштабом. А все причастные к созданию данной фигурки, если ее можно вообще так назвать, адресная информация и предупреждения находятся на задней стороне. Внутри коробки большой блистер из пенопласта для максимальной сохранности. На его крышке в специальных отсеках находятся дополнительные детали, наклейки и очень подробная инструкция по сборке. Под крышкой сама модель, дополнительно проложенная полиэтиленом и пленками для защиты от закрасов и царапин на прозрачных частях. В качестве дополнительных деталей машинка имеет 3 части стабилизатора временного потока с коробками зажигания временного поля, которые крепятся по периметру машины и в которые подсоединяются силовые кабели, расположенные на самой машине, крышку от ядерного реактора и будильник Булова. У модели присутствует подсветка, которая питается от 3 пальчиковых батареек, отсек для которых спрятан под капотом и замаскирован под запаску. Там же находится выключатель. Помимо передних фар и задних фонарей у машины светится конденсатор потока и дисплей системы сдерживания поля. Так как эта машина времени создана на основе фильма, она, конечно же, имеет высокую детализацию и структуру, начиная от ядерного отсека, воссозданного с точностью до миллиметра, и заканчивая силовыми катушками, расположенными на понтоне стороны погружения.
Не пропустили Hot Toys и внешний вид машины, который проработан не менее тщательно. Номерной знак, к сожалению, всего лишь наклейка, но вот название модели машины DeLorean сделано, как и у оригинала, на живую объемной штамповкой. Функциональные двери типа крыло чайки можно открыть и заглянуть внутрь. Интерьер машины воспроизведен с невероятной точностью. Все надписи и панели выглядят потрясающе. Благодаря подвижным колесам машинка может не только красиво стоять, так как наша модель по первому фильму, то принимать горизонтальное положение они не могут, но и того, что они двигаются, уже вполне достаточно для соответствующего впечатления. Для усиления положительного эффекта в машину можно посадить фигурки масштаба 1/6. Релиз этого чуда состоялся весной 2016 года. Стоимость на момент сбора предзаказов составляла $700 с учетом доставки. Конечно же, с тех пор ценник вырос в разы. Размеры машинки 72 см в длину, 21 в высоту и 35 в ширину. Это ж надо! И с вами Ларри! Вы только что посмотрели распаковку культового автомобиля DeLorean из франшизы «Назад в будущее» от компании Hot Toys в линейке Movie Masterpiece. Если понравилось, жмакни лайк, а я перехожу к оценке. На самом деле я не могу и не хочу оценивать данный экземпляр. Банально, потому что мне не с чем сравнить. Поэтому давайте я просто расскажу вам про ее плюсы и минусы. И начнем мы, пожалуй, с последних. Основной головняк пришелся на сборку. Да, при том, что машинка сама по себе цельный экспонат, некоторые запчасти к ней шли отдельно. Их нужно было навесить или наклеить. И тут Hot Toys, как всегда, сделали все через одно место. Но давайте по порядку. Проводочки, которых, как вы могли заметить, в машинке вагона маленькая тележка. Весьма тонкие и хрупкие, а некоторые из них еще и длиннее положенного. И чтобы вставить часть в нужное отверстие, приходилось применить недюжую ловкость. В общем, как я уже говорила, если у вас пальчики-сосиски, без шансов. Спасибо, Hot Toys, за полчаса агонии. Но и это еще не все. У машинки есть места, куда нужно наклеить микронаклеечки. Помним про пальчики-сосиски? Так вот, здесь и не сосиски, тоже такое себе средство для подобных развлечений. А даже если вы вооружитесь пинцетом, все равно жесть, потому что вам придется подлезть в какие-то невероятные места, очень неудобные. Еще 15 минут цирка с конями. Спасибо. Люблю хотов за подобные аттракционы. И помимо неудобности и зачастую сложности подсоединения и наклеивания всей этой красоты, она еще и до нельзя хрупкая. Но воздам должное. Об этом сказано в достаточно подробной, за что им спасибо, инструкции. Но в самом конце. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто из вас сразу читает всю инструкцию до конца. Хоты раскрылись для меня как приколисты. Все, я оторалась. Теперь можно и о приятненьком. А приятненько это все остальное. И детализация, и куча подсветки, и возможность посадить Марти и Дока в машину, если они у вас есть. У нас, как вы видели, есть Марти.
она катается, дверки открываются. Я бы еще, конечно, к подсветочке добавила бы звуковых эффектов и подсветила табло «Выбор дат перемещения». Но это бы увеличило ее стоимость. Исполнение тоже на высоте. Кожаные кресла выглядят очень натуралистично. Перекрывает ли общее впечатление от модели тот головняк, который мы испытали, когда навешивали на нее все допы? Думаю, да. Но найти под нее подходящую полку и уберечь от пыли – та еще задачка, но думаю, мы справимся. Следите за постами в разделе «Сообщество», я обязательно поделюсь с вами, как только мы что-нибудь придумаем. А у меня на сегодня все. Давайте обсудим в комментариях плюсы и минусы этой модели. Если вам понравилось и вы поставите лайк, а еще расскажете своим друзьям про это видео, я буду очень вам благодарна. Захаживайте к нам в соцсети и на Бусти, проверьте, подписаны ли вы на канал, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски. Я постараюсь радовать вас грандиозными распаковками и дальше. Всем хороших фигурок, увидимся совсем скоро в новых выпусках. Пока-пока.